Всем привет, идем топить OnePlus, и это делать не стоит. Ну что, так делать однозначно не стоит, это IP65, но при любом раскладе я хочу прям сам проверить, если он навернется, то значит навернется. Почему? Потому что у него есть защита какая-то там от касаний или для касаний. Когда экран влажный, вот, это раз, и да, она работает, к слову. И два, я эти IP65 больше уважаю, чем IP67 на, как вы помните, смартфоне под названием ZTE Nubia Z60 Ultra, который с IP67 у меня набрал воды и погиб окончательно. Так, ну все работает. Так, разумеется, не делайте. Но знайте, что если вода на него попала, это не критично. Всем привет! Вы на канале Пользы.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне OnePlus Ace 3V или по-другому OnePlus Nord 4. Возможно, в Nord 4 на глобалке будут какие-то изменения, но скорее всего они будут минимальные, и о них я расскажу вам в конце ролика, разумеется. Сравню я по камере его чуть-чуть с Redmi Note 13 Turbo. На Redmi Note 13 Turbo тоже будет отдельный обзор. Напоминаю, что структура канала такая, что вы сейчас видите полноценный обзор. До него был прожарка на стриме, когда мы 2 часа гоняли этот смартфон в играх и тестах в режиме нон-стоп, измеряя температуру и все остальное. То есть все результаты, которые вы видите здесь, вы можете их подтверждение найти в записи стрима, я их не удаляю. Следующий момент, после этого обзора будет обзор одним кадром. Не забывайте, если вам интересно это дело посмотреть, как работает камера, посмотрите. С Honor 100 Pro я его уже сравнивал. Это смартфон, который практически в 2 раза дороже. Это устройство, в чем оно хорошо? В первую очередь операционка. Те, кто сидели когда-нибудь на OnePlus, либо на Oxygen, это глобальная версия Норды, либо на ColorOS, они меня поймут. То есть здесь кастомизация идет и вибра, и звука. Вибра волшебная. Помимо этого, по поводу звука можно изменять громкость нижнего и верхнего динамика, чтобы у вас не было перекоса. Прямые грани, это очень удобно. Довольно мощный процессор. Я не скажу, что он супер энергоэффективный, я не скажу, что он супер оптимизирован. На данный момент это прям не идеальная версия того, чего бы я хотел видеть. Если говорить про какие-то особенности. 1 400 000 баллов в Antutu, супер быстрая память за 170 тысяч в Antutu, UFS 4.0. LPDDR5X, как мне говорят, ну купи ты Honor 100 Pro в максимальной комплектации за стоимость в 2 раза выше, чем этот, чтобы там получить эту память оперативную, супер быструю. Она здесь и так уже есть. На основном модуле есть 4К 60 FPS, и по большому счету это все, что нужно знать. Почему? Потому что у вас есть переключатель звука, вот этот вот механический, который очень удобный по мне. Есть инфракрасник. Я уже столкнулся с тем, что у меня навернулся ночью пульт от кондиционера, и инфракрасник мне ой как понадобился. Разумеется, мега быстрая зарядка, как правильно большинство упоминает, там за 15 минут ты его практически полностью заряжаешь и идешь на весь день, хватает. Но все ли так радужно? Разумеется, об этом вы узнаете в ролике. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Первые 3 месяца это будет Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить комментарий больше 5 слов, осмысленный, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Если выиграете, напишу. Переходим к обзору. Распаковка. Поставляется смартфон в стандартной для OnePlus упаковке. Выглядит он хорошо, но упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем чехол, блок питания на 100 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, смартфон, наклеенную защитную пленку, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты и документацию. Ace 3V весит около 200 граммов, а габариты 163 на 76 на 8,5 мм. Приобрести данную модель можно в фиолетовой и серой расцветке. Дизайн Ace 3V лично мне импонирует. Выглядит смартфон стильно. Тыльная часть выполнена из стекла, а вот рамка пластиковая. Собран смартфон хорошо. Ко всему он имеет водонепроницаемость по стандарту IP65. Я его вначале для вас топил, не знаю зачем, но делать так точно нельзя. Эргономика модели также хорошая, в руке он лежит приятно и пользоваться одной рукой в целом можно. Далее на корпусе можно заметить ИК-порт, механический переключатель режимов звука, разумеется, стандартно в 3 положениях. Звонок, вибра без звука. Разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики. На борту есть большое количество различных настроек для звука. Звук
хороший, но учитывая стоимость, я ожидал слегка большего. Хотя, с другой стороны, я просто за эту стоимость брал его. Потом он дропнулся на 30%, так что сейчас он, учитывая стоимость, очень даже хорош. Что касается вибромоторчика, то все в лучших традициях от OnePlus. Он с поддержкой технологии OHaptics, удобный, настраиваемый, классный. OnePlus Ace 3V оснащен OLED-дисплеем с диагональю на 6,74 дюйма, разумеется, не LTPO, разрешением 2772 на 1240 пикселей максимальный и максимально пикселей в 451 ppi, ее можно понижать для того, чтобы смарт ел меньше заряда. Экран прямой, грани не громадные, яркость по моим замерам 730 люксов на 100% яркости, на пике 1100 люксов, чего по мне маловато, учитывая, что предлагают конкуренты, но с другой стороны достаточно для многих. И на солнце тоже. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, режим адаптивной регулировки частоты с фиксированной частотой также на борту. Шим выше 15% не поднимается, что неплохой результат, но и не лучший. Технология Always On Display полноценная, вспоминаем смартфоны от Xiaomi. Летим дальше. Процессор здесь установлен Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами и максимальная частота у него 2,8 ГГц. Графический процессор Adreno 732, по памяти мы имеем оперативную память LPDDR5X на минуточку на 12 и на 16 гигабайт. Внутреннюю память UFS 4.0 на 256 гигабайт и 512 гигабайт. По связи Ace 3V оснащен Bluetooth версии 5.4, Wi-Fi 6E версии, 5G сетями и ниже. Для 4G третий бенд на борту, а вот 7 и 20 нет. Но он будет в Nord 4, однозначно. Хотя, возможно, они завезут только 7 бенд, как уже было, и это будет такая странная для нас глобалочка. NFC поддерживается, можно устанавливать MirPay для оплаты NFC модулем, GPS-тест показывает точность 3 метра. Операционная система ColorOS 14 на базе Android 14 версии, система работает быстро, вообще не было лагов. Этот я гонял, получается, около 3 недель смарт. Разблокировать смартфоны можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран распознаванием лиц и стандартными способами. Внести можно до 5 отпечатков пальцев, биометрические данные же можно завести только одного лица. Емкость аккумулятора здесь 5500 мАч, смарт поддерживает быструю зарядку до 100 Вт, и на этом все. Беспроводной реверсивной зарядки здесь нету. Заряжается от 0 до сотки он в среднем за 30 минут. В PC-марке Ace 3V выдал отличный результат в 9 часов 13 минут. При просмотре роликов на YouTube в течение 1 часа смарту требуется в целом чаще всего 3-4% заряда, иногда 5%. Все зависит от яркости экрана. За 1 час в играх уходит от 24 до 30%, и в играх он довольно сильно греется. Притом, мне кажется, что оптимизация здесь прошла не до конца, и для того, чтобы понять это, вам достаточно посмотреть, опять же, на канале «Польза стрима» прожарку. Он грелся очень сильно. В принципе, как и Honor 100 Pro. На него тоже уже была прожарка. Но играть комфортно. Переходим к тротлинг-тестам, как раз, которые об этом и говорят. В тротлинг-тесте смартфон выдал в тесте планировщика 337 гипсов минимум, 354 гипса в среднем и 417 гипсов максимально на 100 потоках при 60 минутах. Сколько он выбил в 3D-марке, вы видите. По поводу стабильности работы в 3D-марке все познается в сравнении. Если вспоминать, что было у Honor 100 Pro, там было все плохо. Здесь относительно Honor 100 Pro на 8 Gen 2, непонятно, почему у них не оптимизировано. Все отлично у OnePlus. В Antutu он выбивает 1 420 000 попугаев, в Storage-тесте классные 173 тысячи, как у флагманов. Результат прогонки в стресс-тесте вы видите на экране, он не лучший, он как раз и говорит о том, что 30 минуток поиграть можно на максимальных настройках, а вот больше уже не стоит. Ну и яркость он, разумеется, сбрасывает в играх, но не сильно. Не так, как iPhone. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony на 50 мегапикселей с апертурой 1.8, оптической стабилизацией и разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS максимум. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 112 градусов, цифровой стабилизацией, апертурой 2.2. Фронталка на 16 мегапикселей с апертурой 2.4, цифровой стабилизацией и разрешением для съемки видео 1080p. Данную модель я уже сравнивал с смартфоном Honor 100 Pro. Сегодня я сравню ее с Redmi Note 13 Turbo. И я думаю, вам это дело понравится, потому что смарты разных корпораций, Xiaomi-шек и BBK. И вы можете уже посмотреть сравнение с Honor, который почти в 2 раза дороже, и с как раз Redmi. Короткий пример вы сейчас увидите. Ну что же, 4К 60 FPS, 2 смартфона, OnePlus Ace 3V и наш великий ужасный Redmi Note 13 Turbo, если я правильно называю его. Магия в том, что эти 2 смарта в движении снимают по мне в 4К 60 FPS в данных условиях почти одинаково, но это, как говорится, смотря как смотреть, да? Ультраширики, которые сравнивать смысла особо нету, но все равно хочется. Почему? Потому что разрешение максимум 1080p 30 fps, и как мне постоянно пишут, хватит куда-то двигаться, встань.
Еще лучше, знаете что, поставить на штатив и взять два смартфона, еще на стабилизатор поставить на этом штативе, да, чтобы лучше продавалось. Мы же не продаем, друзья, поэтому вот это вот максимум может делать Redmi X2, а OnePlus X делать не может с ультраширика. И комфортные для обоих 1080p 30 fps. Почему комфортные? Потому что солнце уже практически зашло, и по идее оба должны справляться. Но оба не справляются. Плюс-минус одинаково по мне. Хотя все-таки OnePlus с цветами не так с ума сходит. Немного мини-сравнения за рабочим столом. 4К 60 FPS. Смотрим, как это все дело отрабатывает. И здесь по мне плюс-минус паритет. Но опять же, смотря как смотреть. Да? О! Начинаем противный тест. Я думаю, что все в курсе, что это такое. Когда я захожу в лифт, и можно с одним смартфоном, можно с двумя вот так стоять и рассказывать, что мы в лифте, очень многие в лифте снимают ролики, посмотрите YouTube. Понятно, что это не супер большие каналы чаще всего, но и некоторые большие тоже. Тем более, часто кто-то снимает кружочки. И вот так вы сможете снимать с обеих смартфонов, но оба эти смарта не могут переходить на фронталку, оба эти смарта не могут, к сожалению, это делать. Нет никаких особых функций шумоподавления, как, допустим, у того же Honor. И хотя и есть меню у OnePlus, что можно переходить на ультраширик, в 4К нельзя. Ну чего, как говорится, зажгем в лучах уходящего солнца. 4К 60 FPS. И вот так. Если вы будете идти, вы сможете снимать. Не пишите, пожалуйста, что никто не снимает в движении, потому что вот сколько я не смотрю в разных странах, городах, никто не встает вот так, еще не ставит штатив и не снимает что-то. Особенно, когда вы рассказываете о каком предмете архитектуры. Вы что, кусками там как слайды будете делать? Нет, вы будете ходить. И стаб по мне здесь неплохо отрабатывает, хотя хотелось бы, конечно, чтобы он делал это лучше. Но учитывая, как быстро я сейчас передвигаюсь, в принципе, картинка очень даже ничего. И напоминаю, что здесь у меня определенный перекрест. Почему? Потому что вы можете посмотреть сравнение OnePlus Ace 3V с Honor 100 Pro. Вот. А у вот этого вот великолепного 13 Turbo будет сравнение с Realme 6 SE. Хотя, когда я делал сравнение, я думал, это OnePlus Ace 3V. До такой степени уже в чехлах они похожи. Шучу, не похожи они. Все по фронталке плюс-минус понятно. Немного попытки съемок красоты. И съемка красоты происходит на месте, с двух рук, плавно. И вот так, допустим, автофокус сразу сможете снимать все это дело. Шикардос, поймал я момент. Это закат. И для того, чтобы, вот смотрите, увел от заката. Основной модуль, разумеется, 4К 60 FPS. И вот сейчас буду плавно вести к закату. По идее, Redmi должен первый, увидите, адаптироваться. О, у OnePlus что-то произошло с автофокусом. И вот так вы сможете снимать в таких условиях. Не особо приятных, разумеется, как мне скажут, никто так не снимает. Ну а сколько этих фотографий заката вы видели или видео в инете? Спойлер, море. Это два ультраширика в тех же условиях, в которых вы тоже видели море. И вот так вы сможете снимать на них. 4К 60 FPS, Realme против OnePlus. И по мне, Realme справляется довольно неплохо, в принципе, как и OnePlus. Если говорить о съемке, обязательно протирайте камеру этих двух смартфонов, потому что они заляпываются на ура. Особенно почему-то очень быстро Redmi-вская камера. Redmi против OnePlus, не Realme. Redmi-вская камера заляпывается. Не знаю почему, что там с покрытием, но ее надо каждый раз протирать.
Понятно, что перед каждой съемкой я протираю, но здесь я, получается, попробовал один раз не протереть и увидел, как много зайчиков ловит Redmi. Вот так вы сможете снимать ночью. Насколько это хорошо или плохо, решать, как всегда, вам. А самое главное, это вы помните, да, значок Макдональдса. И делаем X10 здесь, делаем X6 здесь и плюс-минус, ну-ка попробуем X6. Получаем качество примерно одинаковое. Два ультраширика 1080p 30 fps. И сразу хочу отметить с ультрашириками тему, что вот эта вот благополучная картина, которую вы наблюдаете, она через раз. То есть сейчас мерцание было на OnePlus, до этого мерцание было на Redmi. Но в этого примера вы не увидите, потому что очень сильно отличаются протертые камеры от непротертых. Но обратите внимание, как вытягивает из темноты информацию OnePlus и что делает с темными участками Redmi. Redmi не делает ничего. И давайте даже в движении 1080p 30 fps на двух фронталках. Насколько хорошо или плохо решать вам. Но что там, конечно, это все безумно скромно. Безумно, как скажут. Так нормальные люди не снимают. А как снимают? Сцену выставляют свет. Как снимают нормальные люди? Как кино, вентиляторы, рефлекторы, да? Не двигаются, не дышат. Мейкап по-любому, чтобы не было видно морщин. Нет, большинство снимает вот так. Чё? Как у тебя дела? Вот так. И это нормально. Так, 4К 60 FPS, 30 FPS отслеживать не буду, потому что, вот смотрите, по большому счету на OnePlus шумов море, но информацию он вытягивает. А Redmi 13 Note 13 Turbo, ну, кстати, получше, видите, в чем-то, а в чем-то хуже. То есть это просто смотря как смотреть. Здесь у вас 1080p 30 fps, та же локация. Супер плавно. Ладно, не удержался, 4К 30 fps, два смартфона. Но вот шумов меньше не стало от этого на OnePlus. А плавность уровня жесть. Особенно это видно, посмотрите сравнение Honor 100 Pro и OnePlus Ace 3V. И вы все поймете. И 1080p 30 fps автоматически у OnePlus включилось дополнительное освещение, Rolling Shutter. Надеюсь, смарт второй у меня не выпадет в воду. Ну вот так вы сможете себя снимать. Насколько эффектно и эффективно решать вам. Ну, по мне так. Неплохо, но и не супер хорошо. 4К 30 fps, ночь. Наверное, самая моя любимая съемка здесь. Почему? Потому что супер флагманы, конечно, могут многое показать, а средняки сразу видны. Кто лучше, кто хуже. Кто вам больше подойдет, самое главное. Потому что у всех разные цели и задачи. Луна. Теперь 4К 60 fps. Я, кстати, думал, почему так снимает плохо OnePlus, а оказалось, что это не OnePlus. И съемка с двух рук. Видите, да, кто больше вытягивает? Ну что, сравниваем 6 фотографий и, разумеется, сразу вы увидите, какие из них какие. У нас OnePlus Ace 3V. Это вот этот конь, запоминаем. Здесь Xiaomi, это Redmi Note 13 Turbo. Здесь OnePlus, и здесь у нас Xiaomi еще один. То есть у нас вот два OnePlus-овских, два Xiaomi, и здесь, соответственно, у нас OnePlus
и Xiaomi. Всем, кто считает, что кропы делать не надо, как многие блогеры говорят, главное, чтобы я вам сказал, что фотография красивая, сравнения мои точно не смотрите. Лучше скачивайте исходники и никого не слушайте. Потому что если прямым текстом, то, к сожалению, несмотря на то, что деталей больше у Redmi, вот по мне он снял лучше, но по цветам однозначно Redmi проигрывает. Хотя посмотрите, ну четкость у него прям вау. С другой стороны, работа со светом, опять же, лучше у OnePlus. То есть он вытянул из пересвеченных участков намного больше информации вот в этих двух фотографиях. Видите? Хотя можно сказать, что все относительно, то есть если вот этот брать кусок, то здесь плюс-минус одинаково, и даже может быть где-то выигрывает Redmi. И не где-то, а вот посмотрите, допустим, на этот великолепный светильник. В целом, что та, что другая фотография очень достойны. Повторяю, что в данных сложных максимально условиях я постоянно фотографирую на смартфоны. И в целом, если не брать во внимание, что видите, что делает OnePlus? OnePlus вытягивает очень много информации, которой Redmi просто не видит. Но с другой стороны, Redmi, акцентируя на определенных участках, получается, свой фокус, выкручивая ISO в автомате, все снимки сделаны в автомате, оно получает под общим впечатлением лучшую картинку. Пусть даже больше контрастности, пусть здесь баланс белого мне не особо нравится, но если ты смотришь на вот эти две фотографии, выигрышно более выглядит Redmi, но как только ты начинаешь видеть вот этот пересвет, ты сразу обращаешь внимание на OnePlus и думаешь, не, спасибо, потому что здесь ты ничего не сделаешь, здесь ты можешь что-то как-то покрасить. Следующий момент. Если говорить про, вот, допустим, вот эти две фотки, здесь, с одной стороны, полностью выигрывает по полной программе Redmi, но с другой стороны, вот посмотрите на эту ногу. Вот это что? Вот это Redmi. Понимаете, да, можно не делать кропы, и таким образом очень любят продавать Honor-овские смартфоны, Huawei-овские смартфоны. Но Redmi, разумеется, будут хейтить. Но вот так сработал алгоритм в автомате. Я такого, кстати, давно не видел. Может, еще прилетит обнова. Здесь включился автомат на улучшалку, хотя я его отключал у Redmi, но это не критично. В целом с светом отработало и то, и другое устройство довольно неплохо. И по большому счету мне с источниками освещения даже больше Redmi нравится. Так, еще один пак фотографий. Повторяю, что все это в моей личной телеге будет. Скачивайте, сравнивайте. Вот это у нас OnePlus 3. Раз, два, 3, и это 3 Redmi. Напоминаю, что помимо Honor, помимо Redmi, и фотографии больше, чем с 3 стран, и на iPhone 15 Pro Max, с которым я улетал. Ну, здесь однозначно выигрывает по детализации OnePlus, и по фронталке он молодец. Если брать вот эту фотографию, здесь OnePlus уделал по полной программе, по мне. Хотя, опять же, относительно, посмотрите, какой кусок. Нет, здесь все-таки Redmi. Местами Redmi, местами OnePlus. Почему местами? Потому что, посмотрите, вот здесь обычное черное пятно, здесь у нас все в шумах, но есть хоть какая-то информация. То есть у нас есть представление о том, что здесь. Здесь у нас представление о том, что здесь нет вообще. И смотреть дальше. Здесь почетче у Redmi. И общее ощущение от картинки, можно сказать, что лучше, чем у Redmi, но ты накинешь лут, и все. И здесь будет лучше. Потому что здесь вот с этой информацией ты вообще ничего не сделаешь. Здесь ты можешь, видя очертания, хоть что-то вытянуть. Если говорить про вот эту фотографию, мы также ее сравним и также получим, что по деталям лучше. Это как Мольберт с Мольбертом, просто какой-то сюр сравнивать, сюрреализм, потому что, конечно, фотографии ночью — это такое себе удовольствие, и говорить, что что-то кто-то хорошо их делает, такого нет, и физически быть не может. Это надо подсвечивать. Все работают со светом, даже ночью фильмы снимают со светом, а потом уже накидывают луты. Так, маски и остальное. Ну, в целом все видно. Где-то местами выигрывает OnePlus, выигрывает местами Redmi. Ну и как я люблю повторять, сравнивайте все, смотрите всех, особенно если вы ищете себе камерафон, хотя ни тот, ни другой смартфон камерафоном не является, но, допустим, вам важна мобильная фотография. И я вам скажу, что вот эти две фотографии практически идентичны. То есть я вижу минимальные различия и отличия. И в целом кропать, не кропать, работа со светом, еще что-то. Ощущение от фотографии одинаковое, и это как раз говорит о том, что днем снимают все плюс-минус отлично. Если говорить про закат, здесь уже дело вкусовщины, как кто работает со светом. Это Xiaomi, притом у него была проблема в том, чтобы увидеть солнце. Xiaomi здесь ближе по цветам. И это у нас OnePlus. У него проблем, чтобы солнце увидеть, не было, и для серийной съемки, и для всего остального.
И это, по-моему, не лучшая фотография, но скачивайте исходники. Здесь работа со светом у OnePlus была хуже. Видите? Всегда протирал камеры перед использованием. Это очень большая беда была у Redmi. Redmi очень чутко относится к загрязнениям и очень быстро пачкается. Но в то же время, посмотрите, вот это одна из двух лучшая фотография. Это одна из двух лучшая фотография у Redmi. И Redmi, пусть даже может быть где-то местами чуть меньше информации, но фотография однозначно лучше. Тем более у OnePlus вот она поплыла здесь, видите. Повторяю, сделал я 2 фотки. Ну, опять же, смотрите мою телегу и оценивайте сами. 3 страны для OnePlus и пока только одна для Redmi, но сравнить вы можете. Ну что же, OnePlus Ace 3V. Что это такое? Это штука, которая может снимать в 4К 60 FPS, которую вы сейчас видите в лифте. И я прям удивлен. Я собираюсь ее сравнивать с Samsung A55, но получается это не его уровень. Это не его уровень, и тогда я буду сравнивать его, наверное, с Honor 100 тоже нет 4К 60 FPS. Пока вы видите съемку на этот смарт. И давайте фронталку, на него переключать нельзя. Съемка фронталки 1080p 30 FPS. Основной модуль 4К 60 FPS, все та же очередь для получения Tax Free. Тайские сувениры, которые очень похожи на сувениры из Индии. Но ладно, или из Китая. Максимальный неполезный фудблогинг, 4К 60 FPS, основной модуль. И, разумеется, к сожалению или к счастью, нельзя уходить на ультраширик. И ультраширика тоже с фудблогингом немного. Такой вот автомат самообслуживания. Постоянно он спрашивает локацию. Кажется, самолет просто огромный. У меня место 187. И народу здесь мрак. Уже в очереди. Хотя только-только начали пускать. Но на то он и лоукостер, как говорится. Ультра лоукостер. И зато за 8000 рублей 3-часовой перелет. 4К 60 FPS основа, и это аэропорт. Да, это аэропорт Сингапура. И они реальные, эти деревья, реально это вода и реально этот водопад, который идет сюда вниз. Ультраширик 1080p 30 FPS, та же локация. Вот такое вот странное продолжение фудблогинга. И основной модуль 4К 60 FPS. Вот так будет выглядеть Сингапур утром. Порт. Ультраширик только 1080p 30 FPS. Но зато, видите, если виды более-менее приличные, ты ведешь его плавно, то кажется вроде ничего. Но только на экране смартфона, наверное, кажется ничего. 4К 60 FPS. Да, лучше с кривой не катать. Это вам не Honor. Ультраширик 1080. Фронталка 1080. Ботаник Гарден в Сингапуре. Будем откровенны, что все довольно однообразно и единообразно, много зелени. Я думаю, кто были в ботаническом саду, прекрасно это понимают. И в основном съемка и фото велась на Honor 100 Pro, потому что этот смарт, ну скажем так, скромнее значительно. 4К 60 FPS, сингапурское водохранилище вместе с дамбой, кстати. И вот так примерно вы сможете снимать на этот смартфон. Но, если честно, я бы его не выбрал для путешествий, поэтому основную массу я, конечно, снимал на Honor. Вот он и ответ на вопрос, да, кому нужны всякие Honor или еще что-то подобное, которое заточено только под съемку. Если часто путешествуете, то они очень сильно выигрывают. Фронтальная камера с улучшалкой, о
очумеешь ее постоянно отключать. Сам мною, а вместо этого можно было бы просто в настройках, да, правильно отключить эту улучшалку. Вот сейчас я ее отрубил, но все равно при 1080p 30 FPS такое себе народ зажигает. 4К 60 FPS. Вот это уже солнечные батареи, которые называются почему-то парком. Очень интересные дела. И все. Немного заката на OnePlus. Да, не особо некоторым комфортно бегать. Хотя большинство норм. Все везде все снимают. ТикТоки. Разумеется. Реклама. Еще много всякой штуки. Четыре 60. So just in case if you are going for a dinner, please visit the washroom first. Yeah? And as mentioned just near the flyer. In Singapore, it's a night race. Очень круто отель выглядит. Breakfast hotel used to be by the sea. This was the coastline. Yeah. Yes. Yeah. So you could see the ocean, the ships, if you are staying here in the past. Yeah. So in the past there was a. Классно выглядит. Right in the middle is a drink store. Фудкорт такой в центре города. It's probably a Satay Street at the front. Turn at the front. 4К 60 FPS. Опять. Я сам себя достал это повторять уже за столько лет. Но вот так сможете снимать. X2. Это дело входит в, как его называют, поездку в стоимость питания X1. Ремонтная работа. Такая есть обсерватория на а-ля деревьях. Поднимаешься туда на лифте, но ночью делать там, мне кажется, вообще нечего. Вот. 4К 60 FPS, и это все тот же парк, но ночью. Так выглядит ботанический сад ночью в 60 FPS. В 30 FPS выглядит чуть-чуть лучше, но нужно вставать, потому что трясучка. Вот так можно. Так, то дело было в 1083, но 4К вот сейчас. Так можно проходиться. К 60 FPS, ладно, честно. Сингапур 3 дня, предел. Немного фудблогинга, очень вредного, супер вредного. Да, конечно, пространство для жизни просто. Все продумано. Но дорожка все равно не особо удобная. Они достаточно широкие, но по ощущениям здесь нет 6 миллионов человек в городе. Хотя их здесь 6. Либо как грамотно они разнесены. К слову, чтобы купить машину, как я понял, необходимо минимум иметь депозит в 100 тысяч долларов. Вот так. Ну что, видео сбросилось на OnePlus, на Honor. Я удержала, но еще идет. И вот это максимальная точка для, опять же, полоса обозрения. अरे इनका नंबर चालू करवा दिया इनका ना नंबर वो ऐप डाउनलोड नहीं हो रही थी ना वो लेना पड़ा था मुझे И вот такие виды. Нила рядом с основной достопримечательностью. Вот так выглядят улочки
и главная церковь. Сейчас мы к ней выйдем. Вот она. Вся в пересвете почему-то. Достопримечательностей мало не бывает, да? Немного видео. Основа. Вы видите, даже на таком расстоянии нужно стоять, чтобы снять на основу. Получается, нужно даже на таком расстоянии, чтобы взять такой объект, снимать на ультраширик. А ультраширик, напоминаю, снимает только в 1080p 30 fps, и то нужно все равно еще дальше отойти, для того, чтобы снять этот объект. Такая вот печаль. И 4К 60 fps, чтобы вы понимали, в каком состоянии здесь все речки. Я даже пластик этот не снимал практически. Это, конечно, не весело. И вот так сможете снимать ночью музеи Манилы. 4К 60 fps, съемка с одной руки. Уже показывал такую же съемку, разумеется, с Honor. И вот так примерно вы сможете снимать. Вот это уже интереснее. Прям конкретно интереснее. Что там внутри. Напоминаю, что музей не работает. В основном. Но частично можно посмотреть в миниатюрах основные достопримечательности Манилы здесь. И они, да, безумно похожи, что все плюс-минус в одной архитектуре, что плюс-минус одни типы их захватывали. Ну или не знаю, как по-другому сказать. Немного красоты, 4К 60 fps. Здесь народ делает фотки, основа. Ну и вообще весь парк для все-таки попрошаек и фотографий. 4К 60 fps. Немного яхт-клуба. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Этот смарт интересен тем, что ценник на него очень сильно прыгает. Если вы вобьете в поиске польза скидки, сколько он стоил, я думаю, вы прослезитесь. Потому что когда я его покупал, он стоил на 50% дороже. OnePlus могут блокироваться. Конкретно этот тоже, если это китайская версия. У меня он пока не заблочен. Продавец мне обещал его разблочить, если что-то случится. Это первый момент. Второй. У меня Ace 3 уже блокировался, мне тогда вернули $90, за $30 я его разблокировал. Третий момент, немаловажный, здесь вопрос стоит цены в первую очередь, потому что я его брал, по-моему, в районе 32, в какой-то момент времени, когда Али скинула курс почему-то до 80, он стоил 26, и сейчас он стоит в районе 30 плюс-минус. Крутое ли это устройство за 30? Однозначно, 100% да. То есть здесь нет 7 и 20 бенда, если у вас есть третий бенд, то по большому счету это нормально в больших городах. Но в маленьких городах 7 прям очень нужен. 20 нужен мало кому по большому счету. Это для 4G. 5G, разумеется, будет работать. Если говорить про Android Auto, соответственно, есть минусы. Потому что это китайская версия смартфона. Если говорить про какие-то особенности из разряда яркости, он не супер яркий. Пиковая яркость 1100 нит это довольно скромно. С другой стороны, все время помним про стоимость. И платим мы здесь в первую очередь за операционку. Разумеется, в китайской версии есть запись звонков без уведомления собеседника о начале записи. Разумеется, прямые грани это прям вау. Пользоваться им комфортно, приятно. Есть ощущение, что тебе внешне, вот внешне у меня, не флагман. А когда ты им пользуешься, скорость работы, герцовка и все остальное флагманское. Есть определенные особенности. Смотрите, допустим, на стриме я не мог получить 90 FPS стабильное у PUBG New State, пока мне не подсказали, что там надо в батарее в настройках что-то поменять, потом еще что-то поменять. То есть комьюнити, с одной стороны делаем вывод, комьюнити большое, есть кто что подскажет для того, чтобы настроить смартфон, и он великолепно настраивается, и кодеков Bluetooth здесь море. С другой стороны, какие-то опять костыли. Но хотя, покупая китайский смартфон, вы при любом раскладе получаете костыли. Так что делаем вывод какой. Те, кто знают, что приобретают, welcome. Кто не знает, OnePlus
10T, у которого еще 2 года поддержки, я обычно в 99% случаев говорю, никогда не покупайте старые смарты. Но здесь у OnePlus 10T в глобальной версии на Алишке недавно была распродажа по 20 тысяч. И там еще 2 года поддержки. Если вы не собираетесь покупать смартфон, чтобы потом перепродавать, я бы брал 10T. Почему? Потому что там глобалка. Но с другой стороны, если вам хочется чего-то новенького, вот это вот новенькое, это очень-очень достойный вариант. Вопрос цены и вопрос, насколько вам интересно это. Вообще, если говорить о OnePlus, я бы на вашем месте начинал с каких-нибудь OnePlus. Вот Nord SE 3, как раз тоже в районе 20-ки был, он был хорош. Если брать вот просто, как у меня вчера на стриме, на пользу стрима прожарки спрашивали, какой я смартфон бы купил за 20 тысяч рублей, я накидал там море вариантов. Это и OnePlus 10T, который в 20 ровно продавался, и помимо этого Poco X6, который вообще 17, и Redmi Note 13 Pro 5G, тоже 20 тысяч. И помимо этого еще можно было бы чуть-чуть там докинуть, в прямом смысле чуть-чуть, когда ты докидываешь 10%, купить Poco X6 Pro за 22. Это все, в моем понимании, лучше, чем OnePlus? Нет. Почему? Потому что оболочка. Но если вам нравится, или вы использовали, допустим, MIUI от Xiaomi или HarmonyOS уже новую, если вы фанат какого-то другого бренда, либо у вас аксессуары, допустим, какие-то другие, то вы более свободный. Они выгрузили прям очень годную штуку. Я не буду особо уделять внимание, что там 700 люксов это недостаточно. Достаточно это для обычного использования. Что он яркость сбрасывает в играх. Почему? Потому что все это, учитывая его стоимость, компенсируется прошивкой. Опять же в моей голове. У него не лучшая камера, это не лучший игровой смартфон, но это OnePlus, который по плотности пикселей и работе можно назвать легко достаточно субфлагманом. И когда его назовут, а его назовут Nord 4 и выкатят с этой супер быстрой внутренней памятью, супер быстрой оперативкой и очень быстрым процессором, однозначно это будет топ. Девайсу от меня в стоимость 26-30 с пониманием того, что он у вас может быть заблочен, вы вернете себе средства, будете разблокировать сами, либо вам будет разблокировать продавец. И второй момент, то, что не все бенды, однозначно да. Но свыше 30 тысяч рублей однозначно я бы его не брал. Альтернатив за 20 тысяч море. Заходите в ТГ скидок, смотрите, выбирайте. Не забывайте подписаться на канал с колоколом. Nord 4 предварительно 100% нет, потому что пока я его там видел в ритейле с Индии за, получается, 44, притом непонятно, Nord этот будет или нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.